Друзья, большой привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, с чего должен начинать человек, который хочет научиться вязать. О каких правилах, о каких нюансах, с которыми можно столкнуться в этом процессе для того, чтобы не оказаться, ну вот как, например, я оказалась в такой ситуации, когда я перевязывала, распускала одну вещь, там, допустим, вы не смогли рассчитать количество петель, или, например, вам показалось, что вещь коротко. Не делайте таких ошибок, которые совершила я. Это касается пряжи, которая называется мохеровая пряжа. Вот эту кофточку я перевязала, что называется. Там, где вот этот вот узор, этот узор называется колосок, кофточка выглядит более-менее прилично. Но вот то, что касается вот этой вязки, это платочная вязка. Она связана самым простым способом, самым простым узором. И хуже всего досталось рукавам. Они получились неравномерные, неприятно выглядят. И эту кофточку я могу одеть только лишь для тепла. Я не могу ее одеть на выход. Хотя изначально планировала, здесь было рассчитано именно столько количества пряжи, сколько нужно было на эту кофточку. Вот такая деталь. Дальше. Вы, конечно, можете распускать пряжу, вы можете, как наши бабушки, перевязывать из одной вещи в другую, но если нитки мохеровые или вот такие, как у меня, это пряжа называется альпака, или же, другими словами, это шерсть, но мягкая, с ворсом шерсть, напоминающая мохеровые нитки. Ее перевязывать, конечно, можно пару раз, используя различные варианты, то есть вы захотели что-то другое связать. Вот как у меня, например, я распустила, хотела связать что-то другое, но потом подумала, боже мой, это столько моих сил пошло на вязание этой кофточки, и я то, что распустила, пытаюсь восстановить. Я снова довяжу вот этот вот распущенный рукавчик, вошью его в эту мою кофточку, как было изначально. Дальше я вам покажу некоторые правила для того, чтобы научиться вязать. Так что досмотрите мое видео до конца, там будут подробные инструкции, как набирать петли, как вязать самые простые резинки, то есть это лицевая петля, изнаночная петля, это так называемая резинка. Она используется для вязания шарфиков, для вязания манжетов в рукаве. Вот это, например, фабричная вязка, но здесь у меня использована тоже резинка, кусочек резинки вставлен, если вы видите. Вот, конечно, можно использовать нитки, особенно если у вас красивые цветные нитки. Вы можете повторно их использовать при вязании так называемым способом. Это такой способ, он называется бабушкин узор. То есть это вязание крючком, и наши бабушки вязали накидки, на кресла, на стулья, на диваны таким способом, используя 4, 5, 6 расцветок разной пряжи. Но когда уже нитки совсем, что называется, стали плохими, уже они потеряли расцветку, выносили, что называется, это касается шерстяных ниток, вот много раз из них что-то вязалось, перевязывалось. В таком случае можно просто связать носочки, очень теплые, уютные, милые. И этот способ вязания носков, я советую вам научиться этому способу. Он вяжется на 4 спицах. Спицы не очень длинные покупаются для этого, но это стандартные спицы. Я же люблю кольцевые спицы, потому что вы жалеть должны свои ручки. А кольцевые спицы, они, если особенно полотно длинное, позволяют вам совершать довольно легкие движения рук, то есть не нагружая, не перегружая кисти рук. Ну а теперь в следующих моментах, в следующих фрагментах, если вы досмотрели до этого момента и хотите научиться некоторым способам вязания, я познакомлю вас с этими правилами и этими способами. Друзья, я показываю вам начатый пуловер, вот такую кофточку. Я выбрала для ее исполнения нитки, которые называются ангора. Это очень приятные нитки, это шерсть,
причем очень мягкая, очень такая легкая ворсистость, как у мохера. Если вы знаете, мохер в советские времена, в мою бытность, было очень популярно для вязания. Кофточки из него получались красивые, нарядные. И вот в какой-то момент я решила этот полувер распустить. Всем привет, друзья! Что нужно начинающему человеку, чтобы освоить вязание? Очень немного нужно. Ну, во-первых, приобрести спицы и пряжу. И, конечно же, второй момент – это научиться элементарно, чтобы у вас руки могли запросто держать этот инструмент, нехитрый инструмент. Я обожаю кольцевые спицы. Почему? Потому что особенно с возрастом начинают болеть кисти, когда много вяжешь. А кольцевые спицы, особенно если у вас длинное полотно вязания, позволяют вот эти взмахи, которые вы делаете очень часто и очень много. Порой это увлекательное занятие, и поэтому можно засидеться и 4, и 5 часов, и наши ручки начинают болеть. Друзья, я показываю вам начатый полувер, вот такую кофточку. Я выбрала для ее исполнения нитки, которые называются ангора. Это очень приятные нитки. Это шерсть, причем очень мягкая, очень такая легкая ворсистость, как у мохера. Если вы знаете, мохер в советские времена, в мою бытность, было очень популярно для вязания. Кофточки из него получались красивые, нарядные. И вот в какой-то момент я решила этот полувер распустить, раскрутила на клубочки. И вот спустя почти 18 лет я нашла эти недоделанные, недораспущенные части этого полувера и решила заново распущенный рукавчик довязать. И вот я вам на примере этого рукава я посчитала, сколько здесь было петель. Петель здесь было 80. Я набрала на кольцевые спицы 80 петелек. Этот момент набирания на спицы петелек, да, я хочу вам показать чуть-чуть спустя. А теперь еще расскажу, что же нужно все-таки освоить еще дополнительно. Вы можете смотреть этот урок, либо можете купить книги по вязанию. Но лучше, конечно, подсматривать у кого-то. И если у вас есть сестра, которая вяжет, или мама, лучше попросить ее, потому что нужно на практике уметь правильно держать спицы, правильно держать ниточку. И я вот сейчас немножко покажу, как я вяжу, а потом покажу вам, как я набираю петельки. И это уже будет практически достаточно для того, чтобы связать первую элементарную вещь, например, шарфик для себя, для ребенка, для мужа. Ну вот, а теперь будем смотреть, как я буду вязать. Взяли вязание и начнем. Следите, что я делаю. Итак, это лицевая петля и изнаночная, так называемая резинка. Резинки бывают, их несколько наименований. Бывает английская резинка, бывает польская резинка. Вот это самая простая резинка. Выглядит она очень красиво в вязаных вещах. Видите, пальчик должен быть немножко отодвинут от спиц, ну, примерно на расстоянии 1,5 сантиметра. Мы продеваем спицу в петельку. Вот это изнаночная мы с той стороны вдеваем, а лицевую с прямой стороны. Очень просто. Еще покажу с другого ракурса. Вот здесь уже совсем крупно я покажу вам, как делать изнаночную петлю. Раз. И лицевую петельку. 2. Опять изнаночную. Раз. И 2.
И вот так мы продолжаем, пока не дойдем до конца ряда. У меня здесь 80 петель, включая 40 лицевых и 40 изнаночных. Через определенное расстояние, у меня здесь примерно 2 сантиметра, я добавила одну петлю и еще через 2 сантиметра еще добавила петельку. Нам нужно, чтобы наш рукавчик расширялся. Вот он как выглядит. Вы можете сделать самостоятельную выкройку. Вот видите, он плавно расширяется. И вот мы будем так вязать, пока мы не доходим до проймы. Вот это пройма так называемая, где мы начнем спускать эти петли. Потом нам нужно будет сделать окат рукава. Вот здесь у меня он распущен. Я его распустила, поэтому здесь это не окончательная выкройка рукава, потому что здесь уже я немного распустила. Примерно вот такой вот окат должен получиться. В принципе, можно даже без выкройки. Если у вас есть уже предыдущие готовые вязаные кофточки, и вы вяжете все время по одной модели эти кофточки, то есть это вточной рукав так называемый. Смотрите, как он будет вшиваться потом. Вот здесь моя кофточка. Вшиваться оно будет вот таким образом. Выкладываете кофточку, и вы видите, что здесь будет еще довязан рукавчик. Когда он будет связан, вы пришьете рукав к вот этой части. Половинка и спинка так называемая. В вязаном изделии половиночка и спиночка. Вот, все элементарно. А сейчас, друзья, я покажу вам, как я набираю петельки на спицы. Вот у меня клубочек. Желательно его положить в какую-то корзинку, чтобы он гладко выходил из нее. Вы должны отступить, например, на 80 сантиметров. Вы должны примерно, в 2 раза, даже лучше в 3 раза вытянуть ниточку. Это конец ниточки, вот это серединка. И мы начнем с вами набирать петельки, учиться. Итак, смотрите, вы захватили ниточку, Так. И теперь мы вот что делаем. Делаем вот такое вот движение. Вот сюда и сюда. Я смотрю, что у вас, наверное, не очень хорошо видно. Я сменю ракурс. Вот так покажу вам. Так, теперь еще раз распустим, и я покажу. Смотрите, получается вот такое, как колечко, да? Одна ниточка будет, одна сюда, идет к клубочку, та ниточка вторая. А вот это у нас хвостик. И вы вставляете, берете вот так вот, да? У нас вот так получилось. Видите как? Здесь хвостик и основная ниточка. Вы вставляете в серединку, потом обхватываете вот сюда, потом обхватываете вот сюда, и получается у вас 2 петельки. Потом снова обхватываем сюда, сюда. Так, получилось 3 петельки. Так, я медленнее буду делать. Так, вот 2 спицы. Вот сюда провели и вот сюда провели. Получилось у нас уже 4 петельки. Итак, опять сюда, потом к указательному пальчику. И вот затягиваем узелок. Вот так. Сейчас попробую еще с другого ракурса. Так, смотрите. Вот у меня это моя такая своеобразная зацепка. Видите? Одну хвостовую часть я держу на большом пальце, а от клубочка на указательном. Покажу мою зацепочку.
да, и я провожу вот сюда спицы. Вот к указательному пальчику, потом, вернее, к большому, потом к указательному и затягиваю. Кольцевые спицы путаются, поэтому, наверное, плоховато видно. Сейчас еще раз к большому пальчику и к указательному пальчику. И вот у нас получилась петелька. Вот, друзья. Желаю вам удачи. Приобретайте спицы, приобретайте нитки. Можно вязать очень много всего. Это очень сейчас популярное занятие. Можно научиться бабушкиному квадрату, накидки, накидки на кресла, накидки на подушки. Это очень красиво. Всем удачи и увидимся!